Всем привет, дорогие друзья, канал Ранчо у Санчо. И сегодня я вам покажу, как сделать обалденный, вкусный завтрак для себя, своей второй половинки, ну или же для всей большой, огромной семьи. Это будет яичница шакшука. Яичница шакшука отличается тем, что яйца, они по факту не жареные. Они томленные в помидорах. Вместе с овощами будет и чеснок, и перец. Почему пряное? Потому что из специй мы сюда обязательно кладем. Обязательно. Это будет тмин, зира. Мы добавим немного копченой паприки. Здесь будет много зелени. В общем, очень-очень-очень приятная, хорошая будет яичница шакшука. Давайте же я вам покажу, как ее мы и приготовим. Как готовлю, в принципе, ее и я. Кстати, возможно, вы подобную яичницу и готовите, и не знаете, что она называется шакшука. Ну, либо же немного не добавляете каких-то специй. Ну, а так, в принципе, да. Первым делом мы сразу же сюда добавляем специи. Мы их размолим. Из специй, как я уже и сказал, идет зира. Это очень пряная такая, среднеазиатская. Ну, и в Израиле эту приправу очень любят. Добавляем сюда немного зиры. Дальше мы добавляем тмин, потому что он тоже очень-очень-очень пряный. Столько же. Добавим сюда щепотку соли. Все это хорошо размалываем. После того, как все перемололи, зажигаем сковороду. Отправляем сюда оливковое масло. Ждем, пока раскалится. И сразу же нарезаем первым делом. Это у нас идет лук. Нарезайте мелко. В шакшуку всегда все идет мелко. Сразу же пошел туда нарезанный лук. И мы не стараемся сильно его зажарить. Нам надо, чтобы лук, припущенный такой стал. То есть он немного должен поджариться, а внутри он должен оставаться тверденький. Так, в принципе, и все овощи должны сделать. Все, отправили сюда лук. Сразу же нарезаем перец. Перец. Вот так вот нарезайте. Все, закончили с перцем. И сразу же отправляем все специи к луку. Отлично. И все это сразу же перемешиваем, чтобы лук пропитался и масло, которое было, вот этими вот пряными специями. Ну и пока, сразу же, не теряя времени, нарезаем помидоры. Помидоры лучше же брать, если есть такая возможность, переспелые. Чтобы они вот-вот уже и все. Это самое лучшее будет. Либо же можно добавить собственного сока, допустим, томатного сока из помидор. Также кубиками нарезаем помидоры. Друзья, отправляем сюда обжариваться перец. Перемешайте это все хорошо вместе. Обжариваем, в общем, каждый ингредиент по 1,5 где-то минутки. Пока это все готовится, донарезаем помидоры. Здесь будет достаточно, на мою сковороду, приблизительно 2 помидора. Оно будет достаточно. Друзья, после 1,5 минуты отправляем сюда теперь помидоры. Да ладно уж, что тут? Себе же готовим, руками отправляем. Руки у нас чистые. Также сразу же нам нужно нарезать чеснок и острый перец. Чеснок мелко измельчаем.
Смотрите, все боятся в данной яичнице, что это я поем с утра, от меня будет вонять чесноком, но здесь он не так сильно будет чувствоваться, потому что это все проварится, пропарится в жидкости, и он особо вкус, да, но от вас такого приятного чесночного амбре особо и не будет. Но даже если вдруг вы переживаете, что вам на работу в какой-то прям крутой бизнес-центр, где вы переживаете, что будет запах чеснока, тогда не добавляйте. Сделайте шакшуку тогда на выходных, когда вам никуда с утра не надо будет идти, и это будет хорошая пряная шакшука. И отправляем сразу же все это тушиться и обжариваться сюда. Все опять же хорошо перемешайте, чтобы равномерно распределить все овощи. Как говорят многие люди, поженить все ингредиенты между собой. И сразу же приступаем к острому перцу. Острый перец я возьму половинку. Удаляем отсюда семечки, которые придают как раз сильную остроту. И мелко. Наша задача прям очень мелко его нашинковать. И вот мы его еще так, оп. И все туда же. Все, теперь самое время добавить сюда одну ложечку большую такую, можно с горочкой, томатной пасты. Даже полторы добавить. Хорошо перемешиваем. Это такая яичница на скорую руку, можно сказать. То есть ничего сложного здесь нет. Готовится шакшука очень быстро, просто из простых ингредиентов. Томатная паста придала хороший цвет. Добавляем сюда миллилитров 100, наверное, воды кипяченой. Можно бульон. Если есть бульон, добавляйте бульон. Более насыщенное еще будет блюдо. Все. Теперь помешиваем до нужной нам консистенции, что она должна, чуть подзагустеть. Также для более пряного аромата я добавлю сюда немного копченой паприки. Вот так вот. Сверху чуть еще подсолю. Друзья, пока это вот подзакипает и доходит до нужной консистенции, я беру, у меня здесь пучок кинзы и пучок петрушки. Отрезаю вот здесь вот, оставляю немного стебельков, потому что стебельки гораздо сильнее отдает свой вкус. Ну и все, и мелко нарезаем. Вот консистенция, друзья, вот должна быть такая, что вот вы убираете и видно вот сковородку. Вот это нужная консистенция. Разбиваем яйцо. Яйцо прям, чтобы желток оставался. Чтобы он был целый. Все. Вон оно видно, как все там до сковороды дошло. Также отодвигаем немного. Ну и вмещайте, сколько вы хотите яиц, сколько вам надо. Сверху чуть-чуть поперчите. Совсем чуть-чуть. Просто для более пряного аромата. Можно чуть-чуть все это еще сверху посолить. Вот теперь ждем, чтобы белок весь вокруг схватился, а желток оставался целым. Желток должен быть внутри жидким. Так готовится правильно шакшука. Друзья, на слабом огне я протушил ее 4 минуты, плюс продержал под крышкой с выключенным уже газом еще 2 минуты. Поэтому всего время приготовления было 6 минут. И теперь аккуратно
Вот засыпаем нарезанной зеленью. Вот такая вот красивая шакшука у нас получилась. Друзья, вот так вот лавашом помакали. Забрали немного овощей вместе с собой и... Друзья, обалденно, очень вкусно. Все специи соединились в едино. Остренькое, перченое. Помакать лавашом, ну вот прям обязательно. Чувствуется желточек. Друзья, это лучший, наверное, завтрак. И полезный, и вкусный. Готовится быстро. Восхитительно. Друзья, готовьте вместе с нами вот такие вот завтраки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал. До скорых встреч, до новых видео. Пока!